Ребяшки, ола, как говорится, приветствуем вас на прекрасной Кубе. Не так, знаете ли, много мест в 2025 году, куда можно поехать из России прямым рейсом, так, чтобы долго, муторно и дорого не делать визу, и чтобы увидеть хороший пляж. Более того, это Атлантический океан. 169 километров по прямой до Майами. То есть это точно такой же океан, как и в Майами. Ну, типа считается, что в Майами красиво. Так вот, ребятки, Куба, прямые рейсы из Москвы, но сколько здесь стоит отели, покушать, а? Что не так с покушать? Короче, ребятки, мы здесь провели 12 часов и уже поняли, что все далеко не так однозначно. Во-первых, мы находимся на Варадеро, такой туристический кластер, где находится много отелей. И по порядку. Прямой рейс из Москвы около 100 тысяч рублей на человека. 14... Слушай, вообще нам сегодня нужно в Гавану. Мы хотим вам показать цены там, потому что Варадеро это просто пляж и отели. Тут особо, честно говоря, делать нечего. У нас ровно через час автобус кубинский. Нет, не такой. Говорят, нормальный. Давайте пойдем на автобус и по пути расскажем, как мы сюда приехали и какие есть нюансы. Нюансов мы уже нашли много. Готовы? Обзор? Поехали. Кстати, даже и не искупались. Вот прям приехали и сразу работать. Так вот, ребяшки, перелет около 100 тысяч рублей. Но если кто там с детьми или еще что-то, 14 часов. Виза получается за 35 секунд ровно. Такая бумажка с QR, показываете ее на границе, идете дальше. Дальше отели. И вот это самое интересное, потому что на Варадеро много отелей. Классический отель кубинский. С виду вроде ничего. Но когда открываешь фотки, что там внутри, 20-30-летней давности интерьеры. И все это стоит минимум 10 тысяч рублей в сутки. Зарплата здесь, как говорят, 100-200 долларов. Serían nada más que 24-25 USD. Así que esta cantidad de dinero que ustedes ven aquí... Но такси из аэропорта 40 баксов за 25 минут езды. То есть человек, получается, один раз нас прокатил на такси и заработал 1/4 зарплаты, что ли, за месяц. Такси, кстати. Это маршрутка? Да ладно. А это обычное такси, да. 3 главных языка на Кубе. Это, естественно, испанский. Основной здесь язык. Английский и русский. О, смотри, это что, тут съедобно лежит? Кокос. Да какой кокос, ты что? Кокос настоящий. Да ладно, бесплатно можно обедать. Это наш автобус. А что, отличный автобус. Зря пугали. Система покупки билетов вроде как бы Куба. С другой стороны, покупка билетов онлайн, картой. И почему-то расчет только в евро. Они тут вообще доллары очень любят. Чек-ин? Можно купить билеты онлайн. Им тут из Венесуэлы кабели протянули под водой. Теперь у них тут есть интернет. Причем нормально. Многие пишут. Тут даже кафеха есть. Это с песо, видимо. 250 песо, 350. Средняя цена 250-350. Видимо, это какой-то бутерброд. Видимо. Мух очень много тут летает. Вот это вот напрягает. Надо воды купить. Hola. Water? Yes. One. Card. No, cash. Рыбка клюнула. Бжик, взяли. Так, сейчас, видимо, дадут песо сдачи. Окей, gracias. Смотри, наконец-то мы песо обзавелись. 500. 500. 1000, 2000, 2200, 2300 песо. Так, уже сигналят. Во, посадка. Хавана. Окей. Так интересно, в основном иностранцы на этом автобусе едут. Смотри, 3 вида ковриков здесь. 1, 2, 3, 4. Ну вот, как-то мое место уже заняли, и что делать? Твои тоже заняли? Кому-то не понравилось, что нарисовано, что там сидел и всю дорогу ковырял, сидел ногтем. 8:45. Погнали. Едем.
No, no. А сколько мы выехали? На полчаса быстрее доехали. А ты говорил, чемодан сопрут. Ничего не сперли? Все хорошо. Вот уже город, уже Куба, уже интересно. Давай прямо сразу вот сюда пойдем, под кирпич. С отелями в Гаване чуть лучше, чем Бородеро, но тоже, честно говоря, дела средненько обстоят. Отель 3 звезды. Вот так вот, если посмотреть со стороны, кажется, что все очень прилично, достойно, высокие такие корпуса. Заселяюсь в гостиницу и попадаю в Советский Союз. Так, идти нам 5 минут. И пока трещит чемодан, пару интересных фактов о Кубе и о Гаване, где мы сейчас находимся. Итак, Республика Куба – островное государство в Латинской Америке. Расположено основной остров Куба, на котором мы сейчас находимся, а также более чем на 1600 мелких островах. Омывается Атлантическим океаном и 169 километров до Майами. Ну ладно, это все, не будем больше повторять. Основной отраслью кубинской экономики является сахарная промышленность. Денежная единица песо, курс 1 к 4. Но тут все любят очень, вот как есть, любят доллары. Собирайтесь на Кубу, наменяйте мелких баксов. Просто вот котлету везите сюда. Вот нам нужна такая машина. Нет, не та, что слева, а вот справа. Вообще сложные, естественно, взаимоотношения. Вот это все. Советский Союз, Карибский кризис, с Америкой какие взаимоотношения у Кубы. В это углубляться не будем. Об этом написаны десятки разных книг, учебников, не только. Это отдельная история. Гавана, где мы сейчас находимся, столица Кубы, площадь 728 квадратных километров, основан 16 сентября 1517 года. Лада, чувак! Лада! Российские автомобили вырвутся на остров Свободы. В настоящий момент достигнута договоренность с кубинским правительством о поставке 300 автомобилей с целью прощупать рынок. Идем в отель. Вон две газели, смотри. Смотри, какая тут активность. Кстати, и это интересный факт, на Кубе одна из лучших, а они говорят, что это лучшая балетная школа в мире. Ребятки, мы немножко в замешательстве. Во-первых, мы начинаем обычно обзор цен с Apple Store. Набираем Apple на карте Гаваны и получаем вот такое. Практически ничего. Сегодня, как нам сказали, работает блошиный рынок. И чтобы туда попасть, нужно пройти через самый центр. Туда и налево. Пойдем прогуляемся. Это кадр дня. Лада и американская классика. И там еще шестеро торчит вон. И китайская машина. Вот, в принципе, автопарк. Moscow. Oh, Oh. привет. Привет. Kadila Aracho. You're from Cuba? I am from Cuba. Do you want to go to US? You see, USA. My brother Nebraska. Why don't you go to Nebraska? No money. But you want to go to Nebraska. Si tuviera money, is the go to Nebraska. Miami? Miami is similar to people Cuban. Very nice to meet you. What's your Nice to name? meet you. Ray. You? Ray, Kim. Yeah, nice to meet you. Вот это нам нужно срочно. Ты? Ты не будешь? Ты не будешь какую-то, ты берешь что? How much? Это очень вкусно. Смотри, как нарисован. Philips, Hot Point. Мозаикой нарисовали. Первый магазин, вообще любой, в принципе, за все время. Но что-то я не понимаю, как тут все устроено. Почему эти люди стоят? Можно просто в магазин зайти. Слушай, тут пускают как-то в порядке по записи в магазин. Это вообще первый магазин, в принципе, который мы увидели. Вот он... Magazine por credit card, no cash. No cash, only card. Тоже магазин. А что тут никого нет? Все нормально, можно зайти. Это что, это все? Тут есть соусы, подсолнечное масло, макароны, 1 песо 10. Или это в долларах? Вот это все соусы, вот это все. А, вот смотри, есть какая-то бонито тунец. Рыба где свежая? Мы не видели ни одного магазина рыбного. Ни одного. Нигде никто не продавал то, что вот просто плавает в океане. Иди лови. Сок 1,80, 1,50. Is it price US dollars or peso? US dollars. Окей.
Лавка овощная, ребятки, смотрите. В центре, в самом центре города. Hola. How much? 100. 100. Peso. Окей. Ты видел, они какие клевые? Хоть прям на стенку вешай. Смотри, подъезд кубинский. Блин, это жилой подъезд. Тут главное, знаешь, не споткнуться, на этот крюк не налететь. Смотри, какие клетки у каждой квартиры. Чтобы в квартиру зайти, раз клетка, на площадке и два. А это вот типа двор. Интересно, как тут вообще дела обстоят с отоплением, водопроводом, электричеством? Ну, с электричеством вот так дела примерно обстоят. Ну, счетчики висят, никто ничего тут не шаманит, ну как, вроде бы. Воу-воу-воу. Понятие «детское кресло» — эта категория товаров даже не представлена в стране. Вот смотри, ребенка как везут. Вот что-то тоже продают, давай глянем. Шоколадка 130 песо, доширак 220. Опа! Ты рыночек. Porque tú trabajas por $10, el que llegó que no tiene papeles, vaya a su trabajo por 6. Что-то тут люди заняты, не будем. Я хотел цены на кроссовки спросить, но это подъезд, чувак. Это подъезд жилого дома. Посмотри. Посмотри на логистику проводов. Игорька на них нет с кабель-менеджментом. Полы пока не провалились вниз, они красивые, да. Ох ты, черт возьми! Кубе списали Советский Союз, ну Россия уже. Госдолг 40 миллиардов долларов. Мне кажется, за 40 миллиардов можно что-то сделать. Русский? English? English better. Do you live here? Yeah. Where? 300 meters more. What do you do? Retire now. Before? Train and machine. Train. Train? What is the salary? How much money you can earn here in Cuba? Normal. Good salary? No. Good salary is a doctor, military, $100. A month. It's a good salary. No, it's good. It's bad. Maximum? But you can go to USA, to Venezuela. Yeah, many young people go. If you want to go now to another country, can you go? Yeah. So just need a And they pass. give you visa. For Visa and passport, and that's it. Thank you for your help. Thank you. Thank you, good day. Опа! Ярмарка. Видал, как нужно продавать? Человек прочитал книжку «Воронка продаж». Какой-то вот базарчик. Вот уже, смотри, что-то можно купить. Кроссовки почем? 20 тысяч песо. Причем они поношенные. 12 тысяч рибок и 8 тысяч вот такой вот типа Air. Какие все нарядные тут. Шлепки, бижутерия, джинсы, кроссовки. Мясо продают. 1100. Тут мухи летают. Люди стоят в банкомат. Это все очередь, банкомат. Томаты. Можешь как-то Камчатки навести мосты с Кубой? Во, погоди, помидоры посмотрим. Здравствуйте. А у вас есть помидоры? 880 рублей помидоры? Посмотри туда, вот здесь люди живут, а вот там крыша просвечивает туда, провалилась вон. Вот растет что-то. Центр – это даунтаун. На карте сейчас вот здесь вот. Яйца 2 800. Это вот квартира наверху? Ни стекол, ничего нет. А, вот видишь, не зря стояли. О, помогли. Ух, нифига там подъезд. А там тоже какой-то магазин. Здравствуйте, 808, я вас знаю, я на вас подписан. Вы что тут делаете? Смотрю. Мы здесь работаем, в авиации здесь работаем, мы техники. Кубану обслуживаете? Да, Кубану авиация. А у них же Илы, на чем они гоняют? Илы и тушки, да, наши самолеты. Как вам на Кубе? Как вообще живете? Но мы здесь не первый раз уже. Ну, то есть посменно приезжаете? Да, бывает, часто приезжаем. Где вы покупаете еду? А нас в отеле кормят? Нет, а вот сейчас купить нам где еду? Хлеб и творог где купить? Творога вы здесь не найдете. Почему? Нету его здесь. Ну, коровы же есть? Очень мало. Коровы есть, а творога нет. А хлеб какой-нибудь элементарный? Хлеб есть, но белый в основном. А цены как? Мы не покупаем хлеб. Зарплата у них, нам человек сказал, машинист поезда получает $70. Это много.
Это много? My salary is 2,000 pesos, $7 or $8. Очень приятно было с вами общаться. Да. Удачи вам с работой. Спасибо большое. Спасибо большое. За хлебом надо куда-то ехать. Это техника? Неужели мы купим телевизор здесь? А еще никого нет. Ала. Вот телевизор. Один телевизор нашелся в Гаване. $499. 500 баксов стоит телевизор. Price television US dollars? Окей. Блин, я покупал какой-то, вот мне нужно было там небольшой. В Москве он стоил типа там 11 тысяч, 12. На Кубе постоянно какая-то движуха вот такая. Они все играют для одного человека, вот который справа сидит. Вот один. А он такой довольный там сидит, радуется. Кто-то вот даже на коне приехал, по фэншую. На блошиный рынок приехал на коне. Плакаты, безделушки, медали. Табличку купим? А 808 есть тут номер? 908 есть, смотри. Почти. Ребят, сейчас номер повыбираем и до вечера увидимся. No, no. Maybe later. Maybe later, yeah, maybe later. Thank you. Moscow. Очень приятно. О, ребятушки, вечер в Гаване. Ищем... Это он, Женя, вроде как живет на Кубе. Салют. Пару слов о себе. Меня зовут Женя, я живу в Гаване уже 5 лет. Занимаюсь тем, что показываю этот город туристам, влюбляю их в Гавану. Как так получилось, что ты оказался здесь? История моя с Гаваной случилась, когда я приехал сюда в отпуск как турист. Мне прям очень запало это место. Уникальный, харизматичный город. Такой некий город-призрак, потерянный во времени, микс эпох. Откуда сам? В Москве прожил 8 лет, в Москву приехал из Сибири. Откуда? Из Омска. Это город Томск. Сегодня 25 января 2025 года. Погода минус 15 градусов. До Кубы 5 лет назад много где в мире был? Я был на Шри-Ланке, я был в Европе, Франция, Италия, Испания, Кипр. Не могу сказать, что это был мой первый выезд куда-то там, да, за границу. То есть с чем-то я уже мог сравнить. И ты проникся все равно? Да, да. Именно Гавана? Именно Гавана. Я стал думать, как я могу свои навыки и способности применить относительно этой страны. И стал заниматься тем, что провожу экскурсии, частный гид в Гаване. Даже на месте, где он похоронен, в городе Сантьяго-де-Куба, установлен такой большой камень с надписью «Фидель», и ничего более до сих пор в стране нет. Кто ты по образованию? У меня незаконченное высшее образование. Я должен был быть инженером, должен был строить Нифига. автомобильные дороги и мосты. Сейчас много строится в России. Да. Денег платят ого-го. Я за призвание, я за то, чтобы заниматься тем, к чему ты горишь, к чему есть страсть, от чего ты получаешь удовольствие. Это наполняет, дает стимул дальнейший. No, gracias. В общем, вот так весело в Гаване. Они танцевать любят, да? Постоянно танцуют. Ну, кстати, это миф. Недалеко не все кубинцы умеют танцевать или любят, но многие, правда, это правда. Мы сегодня ходили, видели 3 или 4 продуктовых магазина, но какие-то они странные. Мы не смогли купить жвачку и нигде не видели, скажем, хлеба, творога, молока. Ну, с молочкой это отдельная история, да. Здесь нет продуктов, к которым привыкли мы, там какие-нибудь ряженки, снежки. Об этом можно забыть. Ну, производное, а в принципе молоко есть. Его не так много. Здесь вообще нужно понимать, да, что все это импортируется в страну. Коровы же у них есть. Есть. И трава есть. Не хватает этого, чтобы покрыть даже свои какие-то базовые потребности. То же самое, например, можно аналогию провести с топливом. Постоянно какие-то кризисы случаются. В октябре на 3 дня просто свет во всей стране выключили. Да, вот это слышали. Тотальный блэкаут на Кубе. Весь остров без света из-за аварии на главной теплоэлектроцентрале. Закрытые магазины, школы, перебои с мобильной связью. Работают только больницы и продовольственные предприятия. Постоянно какие-то кризисы случаются, в том числе и топливные. То же самое касаемо и продуктов питания. Многие позиции, они завозятся из других стран. Ну вот витрина, называется витрина изобилия. Чипсы, какие-то старые орешки. Смотри, вот там
там стоит банка нутеллы, витрина с чипсами Лейс, в общем, заморские явства типа сникерсов и M&M's. Как-то в 90-е годы. Похожая ситуация. Я всегда сравниваю нынешнее положение Кубы. Это вот предразвальный Советский Союз. Один из видов предпринимательства кубинского – это челноки, которые ездят за разными группами товаров. Одежда, будь то техника какая-то, вот, в том числе и телефоны, то есть все можно найти. Это контрабанда? Почему? Официально, но какие-то есть определенный лимит. То же самое касаемо медикаментов. Зайдя в какую-нибудь аптеку, если нам по пути попадется, вы увидите ассортимент. Не попадется, мы сегодня тоже там ни одной не видели. будут полупустые полки. Слава богу, там будет какой-то базовый набор. О, хлеб! Магазин у дома, как у нас. Да, да. Ну вот один из примеров тоже, да, он Пепси, да, продает. Вот, смотри, какая-то колбаса нашлась. Греча. Манка. Здесь самый популярный гарнир – это рис, как и везде в Латинской Америке. Ты что кушаешь? У меня типичный завтрак, яичница, какие-нибудь там ветчина. Есть что-то, почему прям очень скучаешь? Ну, например, борщ. Хотя его сварить нет особой сложности, и здесь ингредиенты все можно найти. Есть здесь женщина, которая занимается тем, что она лепит пельмени. Русскоязычная? Да, да, да. Здесь раньше был ресторан такой, русской кухни на здоровье назывался, но, к сожалению, он закрылся. И она там была поваром. И она вот занимается тем, что она лепит пельмени на заказ с доставкой. Рыба. Тут живот рыбы должно быть у лобстеров, омаров, ну, просто повсюду. Они есть. Я открыл Google, набрал Fish Market. Знаешь, какой мне выдал самый популярный ближайший? В Майами. 176 километров по прямой, там куча рыбы на льду лежит. Мы находимся не в Майами, мы находимся на Кубе. Тут что, у них удочек нет или что? Вот, даже попугай даже есть. Вот. Окей. Сюда не ломятся. Может быть, это какая-то парковка у них там, или вход в квартиру. Квартиру? Ну, насколько я понимаю, это дом заброшенный, Ким. Нужно понимать, что мы находимся в бедной стране. Если по набережной Маликон пройтись, можно увидеть вообще здание в полуразрушенном состоянии, к сожалению. Mi hermano, tú eres un rapero. No tengo. Так вот, касаемо площадей всех, да, их поддерживают в хорошем состоянии за счет того, что выделяются средства из фонда города. Старая Гавана, она входит в список наследия ЮНЕСКО. Mi hermano, no tengo efectivo, ¿tú eres sordo o qué? No te, ¿tú tienes a dónde transferir? No. Se me rompió aplicación. На Сбер нужно перевести. В России когда последний раз был? 2 года назад. Ну ты же видел там в Москве, в частности, какие прям, извини, да и 5 лет назад уже было. Да, ну, да. Красиво. Госуслуги, кофейни, рестораны, каршеринг. Это да, безусловно. Я не скучаю абсолютно ни по каким молам там, да. Я, конечно, понимаю, это удобно. Там ты сидишь дома, заказал через приложение еду, через 5 минут тебе ее привезли. Так. Там, посмотрел, где автомобиль ближайший. Я сам активно пользовался каршерингом, пока жил в Москве. Медицина. Уровень медицины кубинский, он на достаточно высоком уровне. Проблема связана с оборудованием, которое уже просто устарело морально в большинстве клиник и поликлиник. И дефицит медикаментов. Но медики кубинские, они очень высококвалифицированы, в том числе они работают по обмену во многих странах Латинской Америки, в том числе Мексика, Венесуэла. Аренда квартиры? Я думаю, что хорошая квартира будет стоить в пределах $500, если мы говорим про 2 комнаты в районе, да. $500? Да. Кто их арендует за такие деньги, если зарплата хорошая, $70? Туристы, которые приезжают на длительный срок, кубинцы, возможно, которые сюда приезжают в гости. То есть это реально рыночная цена $300-500, а купить квартиру? Только если ты резидент страны. Ну, есть же какие-то вариантики, наверное. Можно купить на кубинца, записать. Да. Машину купить? То же самое, нужно быть резидентом страны, а получить резиденцию можно только одним путем, это брак. Цены знаешь на машины? Если мы говорим про кабриолеты, вот эти, которые стоят на Центральном парке, таксишные, да, вот эти. Это где-то в районе $30 000. Москвич и Жигули, Лада стоят в пределах там 8-10 тысяч. $10 000 стоит Жигуль вот этот подбитый? Да. $1 000 000 рублей? Да. Это тоже очень частая мысль от туристов, которую я слышал. Ой, да мы сейчас озолотимся, давайте сюда везти машины. Вот китайцы везут, видишь. А он туристический, смотри, буква Т. То есть машина это в аренде. Правительство Кубы заключило договор вот с этой фирмой китайских автомобилей, они завезли сюда. Торговли через решетки очень много такого. Чтобы, наверное, не украли кассу, не обчистили, я так думаю. Хотя там без решетки, вот смотри. Там спокойно заходи. Нет, решетка есть, просто еще не закрыли. Тут криминальненько все-таки. Куба до сих пор еще пока
страна носит статус одной из самых безопасных стран в Латинской Америке. Да, пожалуй, самая безопасная. То есть здесь нет каких-то нападений с угрозой жизни, там, с оружием и так далее, да? Насколько кубинцы хотят уехать в Америку? Да, дело не только в Америке. Это же как кубинский национальный спорт. Уехать куда-либо, только с Кубы. У них просто это созрело уже как-то в ментальности. Дело в том, что когда вообще этот строй начал существовать на Кубе, да, социализм, были времена Советского Союза, от которого поступала огромная помощь. Союз развалился в 91-м. Тогда на Кубе вот настал особый период, его называют периодо специаль, когда очень было сложно. Президент Кубы Кастро, Фидель, он решил развивать туризм, открывать международный туризм, интернациональный. И вот так потихоньку выплыла страна из этого кризиса. Во времена Советского Союза поддержка была гораздо больше и лучше. Те же продукты, которые выдавались там по этим книжечкам, были гораздо более объемными. Ну вот один из примеров магазина, да? Вот, магазин. Хотим купить перекусить. Что тут купить? Вот прямо сейчас. Ну, кроме рома и вот этого всего с верхней полки. Банку тунца, я не знаю. В смысле, какой банка тунца? Ну, если что-то хочется перекусить, типа сэндвичи. Советский Союз. Ну да. Это орешки купить какие-нибудь. Сухофрукты тут есть такое? Я не вижу. Ну вот, консервы, оливки. Соевый соус, печенье, чипсы. Ты вот 5 лет здесь провел. Да, я еще не перегорел, я себя чувствую в своей тарелке, занимаюсь своим абсолютно делом. Куба, она действительно не оставляет равнодушными. Либо очень сильно нравится, либо напротив. Но это очередь за хлебом как раз-таки, чтобы купить хлебушка свежего. Тебе нормально как бы вот с этим ежедневно иметь дела? Я в очередях за хлебом не стою. Есть рядом с домом куча магазинчиков. А эти что стоят тогда? Зачем? Скорее всего, там выдают по либре, там по книжечкам. То есть там по До сих пор такое есть? Да, но эта система уже на самом деле на последнем издыхании, ее отменят скоро. Условно, покупка продуктов каких-то базовых по супер субсидированным ценам. Там. Государство помогает? Да, чуть ли не бесплатно. Нам сказали, что для иностранцев вот одни цены, а для местных другие. С нас с аэропорта Вородеро до отеля взяли $40. Но как при зарплате $70 они такие деньги дерут? Кубинцы простые, у кого такие зарплаты, они не могут себе, естественно, это позволить. А машины на какие деньги покупают? Передаются по наследству. Как квартиры типа? Вот, например, один из кабриолетов. Вот такие, да? Да. Ему, соответственно, этот автомобиль по наследству достался от отца, а отцу от деда. У многих стереотип. Куба бедная страна, но тенго. Значит, здесь все бесплатно. Или очень дешево. Но недорого, да. Это не так. И транспорт здесь дороже, и жилье, и, например, те же самые рестораны, если не знать, куда-то прийти, там будет... Да, мы обратили внимание. Плотненький, прям выше среднего. Как местное тогда существует? Как? Ну вот надо местной женщине поехать на такси куда-то прямо сейчас. Мне сложно даже предположить, как можно выжить. Зарплата типа там $20-30. Никто на нее не живет. Либо придумывают что-то, как-то крутятся в туризме. Многие кубинцы, у которых есть автомобили, в том числе ретро, неплохо зарабатывают. Жилье, которое они сдают туристам в том числе, вот на тех же платформах Airbnb и так далее. Но при этом вокруг вот хорошо, отели вот кемпинские. Это такие контрасты и парадоксы, которые... $400 в сутки. Да. А буквально через дорогу обычный жилой дом, который разваливается. Там какой-то самострой. Есть ряд номеров, которые прям выходят на этот вот дом, где живут простые кубинцы. Но при этом на Кубе дешево не отдохнуть все-таки, чтобы хорошо. Да, это ценник Европы, это Италия, Франция, вот такой примерно. Да, очень много есть нестыковок, 100% я полностью согласен. Можно делать акцент, да, там вот на каких-то кучах мусора, там обшарпанные здания и так далее. Но если с другой стороны посмотреть, Гавана — это как будто бы просто вот какой-то искусственный интеллект взял, создал это все декорации для съемок фильма вообще. Я всегда говорю туристам, я живу в кино, в многосерийном фильме. Нужно понимать, что я здесь турист, я не живу здесь как простой кубинец за $30, да, не выживаю. Я могу в любой момент отсюда уехать, когда мне надоест, наскучит. Для меня это как может быть некое приключение, страница в жизни и так далее. Приехать стоит, советуешь? Конечно, однозначно. Ребятки, ждем ваши комментарии. Многие были на Кубе, многие были в соседних странах. Будьте вежливы в комментариях. Куба, вот нужно хотя бы здесь дня 2-3 провести. Если мы говорим про Гавану, точно, лучше 2-3 дня. Да, прочувствовать, понять и потом написать комментарий. А лучше приехать и посмотреть. Ждем ваши комментарии. Привет из Кубы. Увидимся. Пока.